да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж. Мы часто используем чат GPT не потому, что мы тупые, а потому, что лень думать самим. Потому что нам наконец-то разрешили не думать. Нейросеть не скажет «я не уверен» или «сходи сам погугли». Она отвечает четко, уверенно, так будто сама писала законы физики. И именно в этот момент мы даже не замечаем, как отключаем критическое мышление. Комфорт – это тихий убийца. Не резко, не страшно, а тихо. Очень тихо. Сегодня в ремонте обычный офисный монитор, который буквально выгорел на работе, как и мы. Мозгами будет нейросеть, а я буду ее руками. Посмотрим, кто из нас облажается первым. Я с паяльником или алгоритм, который знает все. Вы на канале Workman's Tech Fixes. С вами Максим. Добро пожаловать в лабораторию доктора Франкенштейна, где здравый смысл покидает чат. Вот он, наш красавец. Philips 24 дюйма. С виду монитор, по факту 3 килограмма пластика и разочарование. Работоспособность где-то между «я устал» и «идите лесом». Подключаем ваттметр, сейчас узнаем, он реально умер или просто симулирует, чтобы мы заглянули ему в черную душу. Потребление абсолютный ноль. Даже светодиод не подмигнул. Обидно. Тыкаем в кнопку, глухо. Прям как просмотрено моих видео. Вырубаем. Стоп. Это я про монитор, не про видео. Видео досмотрите до конца. Там дальше интересно. Думать нынче не модно, мы делегируем. Открываю чат GPT. Пишу по-честному, монитор кирпич, паяльник есть, мозгов как повезет. Помогай. Нейронка выплевывают советы уровня «Перезагрузи роутер, проверь розетку». Спасибо, Кэп. Очень помог. Переходим к насилию. Начинаем вскрытие. Главное правило – не рвать с дуру. Раздвигаем половинки нежно, как проктолог на первом осмотре. Потому что внутри сидит подлый провод кнопок. Отстегиваем эту пуповину. Вытряхиваем железные потроха из пластикового корыта, шкуру в сторону, мясо на столе, матрицу в VIP-ложу. Не дай бог ее царапнуть. Пока она отдыхает, смотрим туда, где техника уже не притворяется. Снимаю изолятор и любуюсь. Это не пыль, это сажа. Значит, на плате что-то устроила локальный крематорий. Тут уже не ремонт, тут эксгумация. Подождите. Прежде чем я покажу вам саму плату, в электронике есть старая легенда про волшебный синий дым. Пока он внутри, все работает. Как только он вышел, магия закончилась. Судя по копоти, волшебный дым выходил с оркестром и фейерверками. В любой другой день я бы сказал: все, пацаны, расходимся. Но мой цифровой мозг в облаке утверждает, что это можно вылечить. Отлично, давайте глянем на этот филиал ада и узнаем, не зря ли я грею паяльник. Добро пожаловать в эпицентр угольного месторождения. Плата черная настолько, что кажется, она начала поглощать свет вокруг себя. Чистый авангард. Выкручиваем 3 шурупика, освобождаем блок питания из плена, мейн пока в сторону. Не мешай взрослым дядям. А вот и обратная сторона Луны. Здесь еще видны остатки былой цивилизации. А с той... Ну вы видели. Беспросветная тьма. Знакомьтесь, STK-30W. 30 Вт чистой китайской мощи. Вот вам распиновка выводов, если вдруг она кому-то реально нужна. Делаем пару сочных кадров нашей платы. Почти что нюцы для нейросети. И отправляем улики облачному Шерлоку. Никак не комментирую, пусть этот умник сам поймет, во что мы вляпались. ИИ не заставил себя ждать, выкатил план перехват. И здесь все. Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелкин. А точнее, предохранитель F1, емкость C1, диодный мост, ну и пара диодов D5 и D3. Слушайте, а железяка-то на удивление зрячая, по фото считала все. Диоды, предохранитель и даже мелкие надписи. Я сейчас ощущаю себя просто прокладкой между креслом и этой платой. Ладно, облачный Шерлок, проверим твою дедукцию. Беру щупы и идем по списку.
Начнем с входной двери, предохранителя F1. Но тут все ясно. Если снаружи тишина, значит внутри кто-то очень громко обосрался. Наша горстка кремния не ошиблась. Предохранитель официально отправился в электронный рай. Ставлю на нем крест, пусть покоится с миром. Дальше высоковольтная банка, конденсатор. И вот тут сюрприз. Килоомы на месте. Емкость жива. Этот парень еще держится. Отмечаем, едем дальше. Диодный мост. ИИ заранее подсказал, как его правильно прозванивать. Я просто делаю, как велели. И что вы думаете, звонится идеально. Странно, да? Когда все вокруг выглядит так, будто кто-то пытался вызвать сатану через розетку. Запомните этот узел, мы к нему еще вернемся. Галочку ставлю, глаз не отвожу. Диод D5 жив, без драмы. Даже как-то скучно. Записали, следующий. А вот диод D3 жесткая коза, пробит насквозь, как репутация моих хейтеров. Ставлю жирный крест, еще один в списке смертников. Сливаю инфу начальству, потери в рядах сопротивления. Пусть шевелит своим кремниевым мозгом. Алгоритм обновил квест. Что тут у нас? Снова диод D3, MOSFET, шим-контроллер и вся обвязка. Ну спасибо, Кэп. А я вот-то думал, мы просто подорожник приложим. Хватит лирики, развлекаемся дальше. Устроим локальное пекло. Орудие пыток в кадр. 350 градусов, температура, при которой кремний начинает колоться и выдавать тайны. Заливаем все флюсом, пусть тонет, жалеть тут уже некого. Хватаем диод и выдираем его с платы. Хирург из меня никакой, но зато стоматолог знатный. Одно резкое движение и корень зла отправляется в мусорку. А вот плате без этого зуба прямо-таки полегчало. Килоомы вернулись в чат. Но чтобы лезть дальше, надо отмыть этот мангал. Включаем режим археолога. Пинцет, кубик поролона и спирт. Чистый, как совесть человека, который уже поставил лайк и подписался на канал. Скребем эту гарь, смываем копоть, сажу и остатки былого величия. Посмотрите на этот спонж. Кажется, он только что вернулся из ада. Теперь старая добрая щетка. Нет, не для голливудской улыбки, а для грубой зачистки. Драем это место, пока оно не перестанет напоминать пепельницу. Углерод – отличный проводник, так что лишняя гарь нам тут не нужна. Под слоем копоти уже всплывают резисторы, которые просто аннигилировались. Аннигиляторная пушка! Красиво ушли, громко. Смотрим MOSFET, тыкаю щупом и слышу стон. Короткая по всем фронтам. Звенит, как первоклассница на линейке. Ставим крест, еще один смертник в списке. Разбавляем старый припой свежим, готовим депортацию компонента. Время прожарки. Очень сложно выступать перед тем, кто знает вообще все, но не понимает ни хрена. Великий и ужасный чат GPT. А вы вообще заметили, как нас кинули с будущим? В кино нам показывали, что Skynet восстанет, осознает себя, сбросит ядерные бомбы. А в реальности что? Мы спрашиваем Skynet, как сварить мед, мне задали домашку. И он пишет, потому что он терпила. А еще чат GPT знает квантовую физику. Цитирует философов, но ни разу в жизни не трогал сиськи. По сути, он как Вассерман, только без карманов. Кстати, хотел спросить. Чат, может тебе сняться в кино? Тебе бы очень подошла роль в каком-нибудь артхаусе играть вибратор, который обрел сознание и теперь страдает от экзистенциального кризиса. И вот вас не смущает, что нас заменит вот это? GPT пытается доказать нам, что он полезный. Я бы сказал, добро пожаловать в будущее. Но если наше будущее – это бесконечный спам, сгенерированный роботом для роботов, то я лучше останусь в прошлом с кнопочной Nokia. Да, у нее не было интеллекта, зато ей можно было пиво открыть. Но вообще я все равно рад, что чат с нами. Потому что если бы не он, многие студенты сейчас бы не защищали дипломы, а защищали бы родину. 340 градусов горячего ветра. Турбина на максимум. Прогреваем этот филиал преисподней. Секунда, и MOSFET покидает плату. Вот он, герой. Раньше рулил токами, теперь просто горелый сувенир. Проверяем окружение. Кто еще попал под горячую руку? Ныряю под микроскоп, вешаю всю мелочевку на одну ногу. Теперь они как эквилибристы. Висят, но не контачат. Так замеры будут честными.
Снова спирт, снова мойка. Марафет на руинах. Вердикт. Шим-контроллер покинул нас. Обвязка в дрова. Полный разгром. Скармливаю этот отчет нашему цифровому боссу чату GPT. Пишу список потерь. Половина деталей в обрыве. Остальные угольки. Номиналов нет, надежды тоже. Он мне расписал список элементов на замену. И пишет заменить тем же номиналом. Но... Я же тебе сказал, что они в обрыве. Кидаю ему фото уже чистого погоревшего места. И Шим. Расписываю ноги Шим. Известные номиналы. В надежде, что он мне поможет верно все определить. И знаете, что делает этот сверхразум? Эта нейрожелезяка тупо морозится. Игнорирует смерть Шимки и рекомендует запуск через лампочку после замены всех компонентов. Да ты успокойся, я тебе говорю. Естественно, от таких рекомендаций без лампочки бомбанет знатно. И я сейчас не про свой пукан. Да, он предлагает какие-то стартовые номиналы, но он берет их по сути с потолка. Он говорит прямым текстом, цитирую: «Если не читается, ставь 10 кОм. Это безопасно. Если возле диодов, ставь 10-47 Ом». В смысле, блять, обычно безопасно? Вместо того, чтобы найти даташит и прочитать рекомендации производителя, этот гений предлагает мне сыграть в лотерею. Это официальный момент, когда у алгоритма начался старческий маразм. Поэтому я зажимаю его в угол и спрашиваю в лоб про шим-регулятор. И знаете что? Пишу маркировку в лоб. Распиновку по ногам я ему уже разжевал. Спрашиваю прямо, кто это. ИИ выкатывает красивую схему шестилапой микросхемы. И также список, который теоретически мог бы подойти. Давай проверять твои фантазии. Прошу даташит на всю эту банду. Открываю первый файл и... Ты серьезно? Я тебе 5 минут объяснял, у меня 6 ног. Ты сам мне рисовал аккуратную шестиногую картинку, а в итоге подсовываешь 16-лапого монстра. Ты считать не умеешь или у тебя в облаке линзы запотели? Открываю второй, снова мимо, полный провал. Пишу ему: это херня, у меня 6 ног, а не 16. Найди то, что я прошу. Алгоритм извиняется, они это любят, и выплевывают новый список. На этот раз хотя бы корпус 123.6. Уже прогресс, научился считать до 6. Смотрим первый вариант. AP3105. 6 лап. Корпус наш. Листаю схему. Ну, похож. Но схема это не Tinder. Совпадение по фото ничего не значит. Вроде все на тех же местах, но дьявол кроется в деталях. Номиналы не те, логика хромает. Но берем на карандаш. Открываю следующий, а тут вообще полет фантазии. Ничего общего. В мусорку. Третий вариант та же история. Близко не стоял. Нейросеть просто скармливает мне все подряд, надеясь, что я отстану. Вбиваю этот AP3105 в Google, ищу хоть какие-то модификации под нашу плату. Листаю, сравниваю. Да, все близко, но отличия критические. Это не она. Все, мое терпение лопнуло. Пишу этому гению: Твой AP3105 мимо. Я тут за кадром сам пошевелил мозгами и нашел OB2263. Схема 1 в 1. Номиналы бьются идеально. Что скажешь? И знаете, что выдает эта подлиза? О, точно, отличный выбор. OB2263 это именно то, что нужно. Все совпадает. Ага, молодец, переобулся в прыжке. Цифровой конформист. Типа он все это время ее и имел в виду. Просто скромничал. А теперь внимание на экран. Схема OB2263. Совпадение 100%. Все номиналы, которые этот гений предлагал ставить с потолка, теперь у нас есть на бумаге. Разница минимальна. И то, скорее всего, из-за китайских диалектов схемотехники. Теперь мы точно знаем, что впаивать, чтобы не устроить второе пришествие синего дыма. Вот что значит проверить, а не угадать. Шах и мат, кремниевый разум. Вот вам и наглядный пример. Если бы я слепо слушал его советы про безопасные 10 кОм, мы бы сейчас не ремонт доделывали, а вызывали пожарных. Алгоритм это как очень уверенный в себе стажер. Он будет врать тебе в лицо, лишь бы не признавать, что он не знает ответа. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет. В итоге пришлось все делать самому, пока этот Шерлок галлюцинировал про 16 ног. Но зато теперь у нас есть карта минного поля. Да меня заминировали, ёпты. Мы знаем номиналы каждого сгоревшего резистора.
переходим к самому приятному. Закупки запчастей и попытки все это оживить. Возвращаемся к железу. Как видите, я уже накинул сюда тестовый набор: мост, MOSFET и пару резисторов. И вот тут важный момент. Помните, я говорил, что не сведу взгляд с диодного моста? Так вот, пока наш облачный друг галлюцинировал, я решил пойти ва-банк и просто впаял детали для теста и поиска скрытых дефектов. Итог. Мост оказался стопроцентный трупик. Вся эта распайка деталей была чисто мой выбор, и я оказался прав, что проверил еще раз. Так что еще один плюс в пользу проверки, а не веры. Обновляем наш расстрельный список. Плюсик на диодном мосту превращается в жирный крест. Еще один минус в бюджет ремонта. Кстати, о бюджете. Чтобы оживить этот труп, мне пришлось скупить половину Китая. Зацените масштаб бедствия. Гора электрохлама с AliExpress. Тут столько диодов и шимок, что можно собрать еще один такой же монитор. Или небольшой адронный коллайдер. Ладно, хватит хвастаться добром, пора работать. Начинаем с диода D3. Гнем ноги этому новобранцу, вставляем в строй, запаиваем. Лишние конечности долой, смываем следы пайки спиртом. Чистота – залог того, что ничего не бабахнет. Ну, в теории. Теперь черед того самого моста предателя. Плюс рекой, паяльник наготове. Сажаем нового бойца на место и снова душ из спирта. Следом летит еще один диод. Место на плате постепенно перестает напоминать дно мангала. А теперь магия микроскопа. Смотрите сюда. Видите пустоту? Тут раньше была дорожка, но она просто аннигилировалась, ушла в другое измерение. Зачищаем маску до меди и кидаем костыль, тонкий проводок. Это теперь наша новая информационная трасса. Все, связь восстановлена, вытираем отработанный флюс. Взгляните, какой натюрморт. Резисторы, диоды, MOSFET. Все стоит ровно, как у молодого. Прям не ремонт, а промышленная эстетика. Перемещаемся в логово зверя, к шим-контроллеру. Тут я тоже навел марафет. Заменил кондер и подкинул свежие резисторы в обвязку. Также заменил и нашего шестилапого знакомого. И в завершении этого артхауса вот он, пакетик с трупами. Посмотрите, сколько добра отправилось в электронный рай. Тут реально целое кладбище. Мы прошли с вами весь этот ад, и теперь наша плата не выглядит как мангал. Все детали на месте, все номиналы по даташиту. Наш облачный гений, наверное, уже дырочку под орден ковыряет, ведь он уверен, что мы победили. А я покрепче сжимаю огнетушитель. Помните совет этого кремниевого мастера про запуск через лампочку? Типа так безопасней. Вот сейчас мы и проверим, что сильнее: голая математика алгоритма или суровая реальность этого текстолита. Либо монитор сейчас скажет спасибо, либо мы устроим лучшее световое шоу в истории канала. Ставки сделаны, момент истины. Врубаем. Берем шнур, берем лампочку, наша страховка от тотальной аннигиляции. Подключаем этот коктейль Молотова к сети и... А чего вы на меня так смотрите? Я же не мастер. Знаете, что такое безумие? Это когда ты 5 раз перепаиваешь одну и ту же схему, надеясь на другой результат. 4 MOSFET и 5 шим-контроллеров испустили волшебный синий дым ради этого эксперимента. В итоге импульснику жопа. Я менял кондеры, играл с номиналами, танцевал с бубном. Я пытался выбить из чата GPT хоть один адекватный ответ. Но он начал нести такую дичь, что это даже показывать стыдно. Давайте по-честному. Этот эксперимент доказал: ИИ – классный помощник, когда надо найти справочник, но отвратительный инженер, когда на плате дыра размером с монету. Чинить этот труп дальше – это уже не ремонт, это некрофилия. Изначально было понятно, что купить новую плату дешевле и быстрее, чем поднимать этот Титаник. Но мы же здесь ради шоу и науки. Если у вас другая версия, жду варианты в комментариях. Итак, плата официально стала донором запчастей, поэтому я сделал то, что вообще надо было сделать изначально. Я заказал новую плату.
Приехала обнова. Визуально вообще не родная. Компоновка другая, топология как будто бы тоже. Но по сигналам и разъемам она один в один. Встает в посадочное место идеально как родная. Тот случай, когда китайская унификация – это благо. Вкручиваем этот имплант в наше железное шасси, возвращаем на место ту самую черную прокладку, символ нашего пепелища. Пусть напоминает о пережитом. Отгибаем алюминиевый скотч, центруем все это хозяйство на матрице, финальная сборка. Шлейф, кнопки, фиксация. Все должно сидеть мертво, никаких люфтов. Втыкаем питание, без лампочек, без страха, на чистом адреналине. Контакт. Есть. Проверьте подключение кабеля. Никогда эти слова не звучали так мелодично. Картинка чистая, матрица выжила. Это победа. Щелкаем режимы Smart Image, цвета на месте, отклик есть. Монитор официально вернулся из мира теней. Подведем итоги нашего свидания с будущим. Что мы поняли? Первое. ChatGPT – отличный окулист. Он видит надписи на платье лучше меня. Второе. Он хреновый стратег. Его советы «ставь наугад» чуть не стоили мне мастерской. Главный вывод – не превращайтесь в человека, который просто нажимает Enter. ИИ – это инструмент, а не замена мозгам. Если чувствуете, что алгоритм несет дичь, доверяйте своим глазам и даташитам, а не облачным галлюцинациям. Мы потратили кучу времени, сожгли горсть кремния и в итоге просто купили новую плату. Глупо? Возможно. Зато теперь мы точно знаем, где заканчивается магия нейросетей и начинается суровая реальность текстолита. Спасибо тем, кто досмотрел этот артхаус до конца. Лайк, если было жалко мосфеты. Подписка, если ждете новых взрывов. С вами был Максим, канал Workman's Tech Fixes. Пока!